Привет из города Новосибирск, из магазина вот этого вот огромного, который все красивее и красивее от года в год. Это Печной Эксперт, Новосибирск. Но речь сегодня пойдет не о магазине, а пойдет сегодня речь вот о том устройстве, которое называется Визиера и которую топит вот этот вот мужчина, который пытается от меня сбежать. Его зовут Кирилл, он тут верховный босс. Скажи, часто топите Визиеру? По зиме, может быть, раз в неделю, а так. Это как декоративно, когда люди просят. Какие отзывы? Визуально горение очень нравится людям. А тебе-то нравится? Ты же основной эксплуатант. Если бы мне не нравился, этот камин бы здесь не стоял. Понятно. Я вообще не спец в каминах, я их всех побаиваюсь, там очень много нужно знать про них. Расскажи, покажи. Здесь, кстати, стул стоит неспроста, мы все покажем, что к чему. Давай сначала нарекания, на что жалуешься? А то разрекламировал, как пишут комментаторы, разрекламировал. Ну, то есть я делал обзор этого камина, когда он только вышел, но я его еще не видел вживую, как он работает. На что можешь пожаловаться? Честно говоря, нареканием на данный момент нет. Почему? Потому что для нас этот камин не является единственным источником тепла в помещении. Поэтому по-хорошему свой функционал, который был заложен на него, это декор, это тепло, это визуальное восприятие, он выполняет полностью все. И все функции, которые мы как бы предварительно в него закладывали. Ага, тогда скажи следующее. А как долго он горит вообще на одной закладке? В зависимости от интенсивности горения, от 30-40 минут до часа, до полутора, вот так вот. То есть 1,5 часа максимум из него можно выжать? Ну, в среднем, да, насколько помню. Мы топку полностью никогда не закладывали. То есть мы просто в основании ложим определенное количество поленьев, да, для того, чтобы показать визуально, как горят дрова. А как некоторые додули забивают всю топку, такого не было у нас. Понятно. Соответственно, нельзя оценить, насколько длительно горят дрова, потому что, ну, если максимум забить, они будут максимально долго гореть. Да. Скажи, пожалуйста, ну, основной вопрос. Камин позиционировался как камин чистого горения с хорошей системой антизакапчивания, стекло коптится? Ну, скажем так, относительно аналогов, оно коптится меньше. Аналогов за эту стоимость, ты имеешь в виду? Не за эту стоимость, в принципе, печей каминов. А сколько он сейчас стоит, чтобы люди понимали, зрители? Так, на скидку я вот... Ну так, ну сколько, 200 тысяч, 500? 50 тысяч? 50 999. Ну, заодно вы тут видите все характеристики. Так, что я могу сказать? Ну, я думаю, то, что если вы смотрите ролик по Визиере, соответственно, вы уже посмотрели и почитали там, где, откуда идет тепло, что к чему. Но вот сейчас у вас есть возможность посмотреть на Визиеру, которую эксплуатировали, ну сколько? Полгода, год, там меньше, больше? С прошлой осени, получается, полгода. Полгода эксплуатации в осенне-зимний сезон. Ну, что сказать, по дымоходу ничего нигде тут не капает, дымоход здесь стоит Агни. В магазине ничего вот не накапало. Отсюда тепло идет, правильно? Конечно. Идет тепло отсюда. Так. По топке. Ну, видите, то, что активно эксплуатировали ее. Вот это шамот, вот это шамот. Шамот. Посередине стоит вот металл с отверстиями дожига. И снизу, сверху еще вот они. Да. Еще Две делают... ручки регулируют. Левая и правая. Одна отвечает за подачу воздуха в нижний уровень отверстий, вторая за подачу воздуха в верхний. Вот При горении это заметно, даже сразу меняется пламя. Понятненько. Так, еще пламя делает вот тут вот оборот и идет вон туда. Да. Ну, тут система антизакапчивания стоит. Можно посмотреть, кстати, за полгода здесь ничего не, там, не знаю, краска не вспучилась, все вообще чистенько, красиво, опрятно. По стеклу. Ну, по стеклу все прозрачно, но видно, что его протирали тряпочкой. Кстати, нет ли у нас тряпочки? Мы его бы протерли бы. Или бумажки лучше, просто бумажки. Вот, салфетки. Сейчас я покажу, как стекло протирается. Ну, относительно каминов за 50 тысяч, это не то, что прозрачное стекло, это вообще просто стекло
насмерть прозрачная. Вот тут видно какие-то небольшие следы от чего-то, не знаю, чем топили, надо, кстати, узнать. Стекло реально здесь огромнейшее, очень большое. Прям, может, тут написано его диагональ? Нет, не написано. Ну, прямо, наверное, полметра. Я когда-то его снимал, но не помню, что снимал. То есть не помню характеристики точно. Если не затруднит, прихвати, пожалуйста, рулеточку, вон она на столе лежит. Мы прям вот без подготовки. Единственная подготовка была — это стул. Зачем здесь стул нужен? Мы камин растопим и дальше просто поставим на стул. Погоди. Давай покажем диагональ. Диагональ здесь 60. Берем в залу салфеточку, и вот все элементарно оттирается. Вот. Давай, пока ты оттираешь, я помучаю тебя еще. Так, а высота его не изменилась ли? Нет, осталось 1,2 сантиметра. Какими дровами вы его топите? Ну, по правильному, конечно, нужно травить. Дрова брать не больше 65% влажности и так далее. Но мы берем те дрова, которые у нас приходят на самом деле обрешетка печи. То есть стараемся, чтобы они были, конечно же, не хвойные породы, но порой попадается все. Все. А пластиком, мусором не топите? Нет, такого нет, чисто дрова. Чисто дрова. Скажи, у вас же занимается компания монтажом? В том числе, да. Ставили такие? Мы нет. Продавали, другим монтажным бригадам продавали, мы не ставили еще. А не приходят ли рассерженные... Это мы ставили сами. Вот это сами ставили. Вот этого монтажа. А не приходили рассерженные покупатели, не говорили, что за камин вы нам продали? Да. Нет. То есть все всем довольны? Да. Так. А скажи, пожалуйста, а готовить вы на нем не пытались? Вдруг можно на панели готовить, нет? Нет, не заходило до этого. А сам он горячий-горячий или терпимо? Ну, трогать я не трогал, как бы, но вот здесь, как бы, если рукой не длительно касаться, а кратковременно, то он не прикипал еще никто ни разу. Дверь здесь настолько огромная, что здесь можно просто засунуть кусок бревна какой-то. Ну, скажем так, не до идеала, ну, почистим. У тебя здесь очень много каминов. Вот я смотрю, у тебя мета, по-моему, или эко? Эко. А почему ты поставил не Сибирь, не эко, а именно вот это, Визьеру? Ну, во-первых, потому что визуальное восприятие камин и если мы его сравниваем с Визьеру, все-таки стекло дает о себе знать. То есть оно Так, выгнутое, да. красивое, да. Более престижно, премиально смотрится, как бы интересно. Ну что, fire up! Я не любитель, не умею разжигать камины. Покажи, как это делается. Так, ставим домиком. Сегодня будет очень честное видео. Это табуреточка здесь неспроста стоит. Дело в том, что мы когда разожжем камин, поставим на табуреточку телефон на штативе, возьмем аккумулятор. Там на телефоне куча видео есть, кстати. И, короче, еще быстрее кончится огонь в камине или пленка в телефоне, или заряд телефона, то быстрее кончится. А вы увидите просто горение, как работает этот камин. А мы в это время пойдем, естественно, вот сюда вот. Спонсор нашего выпуска — компания Burger King. То есть слопаем по диетическому бургеру и вернемся сюда, посмотрим, что будет с камином. Прогорит он, не прогорит. То есть вы увидите все по чесноку в режиме реального времени. Ну, я думаю, мы отлучимся минут на 30-40.
Сейчас наверняка что-нибудь напишут, неправильно вы там камин разжигаете. Там бумажки подсуньте. Ну, бумажки эти можно долго жить. Да я прикалываюсь, но спросит что-нибудь. Вообще, у меня идея какая? Посмотреть, не закоптится ли стекло, красивое ли пламя. Ну давай уж, наверное, может, закрывай. По-моему, уже все горит. Или еще? Посмотрим. Так, вставляю аккумулятор в телефон. Так. Видим дымление в топке. Прямо вон клубы А дыма. он сейчас прогреется дымоход. Да, он холодный. Там Тут 3-5 минут и все, по-моему. не утепленный вот здесь вот, а утепление идет в проходе. Я думаю, надо открыть зольный... Ой, это я сегодня тут игрался вот этой вот штукой. Рассматривал камин, этот дымоход как устроен. О, и перекрыл его нечаянно. Это моя вина. Прошу понять и простить. О, сразу заработало. О, красота. Так. А теперь, если не трудно, передвинем. Так. Я снимаю без вспышки. Вау, какая красота, уже вижу. Все в естественных цветах. Так. Ну и вот вы все сами будете видеть, как работает Визиера. Да. Кирилл, а можно попросить вот там подергать затворы, посмотреть, что они дадут? Вот вижу, что-то дергаешь, и дымление пошло сюда, в сторону лица. Сейчас, когда лучше прогревается, видно прямо отсюда из отверстия. Сопла. Сопла огня. А я уже вижу. Вот так вот его оставь, видишь? вот они, да. Не знаю, ребят, видите ли вы, но я смотрю в телефон. Да, вот все, видите, сопла. В верхнем левом углу. Вообще красота. Это если один рычажок подергать, а если еще другой Тут у подергать. основания, как бы уже когда ниже пламя идет, уже нижнее горение, тогда уже будет более видно еще ту часть. Ну давай попробуем просто так. Давай тоже его откроем и пойдем за пищей духовной. Бургер Кинг. Как-то не отцентрировал сейчас телефон. Сейчас как-то вот так вот поставлю. Более по центру. Вот. Вообще красотища. Ну так, чтобы вы понимали, вот человечья голова и вот такое вот огромное стекло. Через стекло прямо я чувствую идет тепло, это ИК-излучение. Ну-ка, тут еще пока ничего не идет, а вот тут вот уже ощутимо есть тепловые какие-то потоки, что ли. Вот сейчас особенно видно. Эти вот сопла пошли. Ага. Вот верхняя подача открыта с нижней. Интенсивное горение еще и дополняется за счет дополнительной подачи воздуха. Вообще класс. А можно еще я дров подложу? Конечно. Хочу это сам сделать. Так, как меня учили камины открывать? Немного приоткрыть дверь, потом
еще приоткрыть и потом уже класть. Так, Так, длинный это сам, слишком да, короче, да? большая. Так, короче, чего-нибудь. Такую доску. Такую. Вот это забил до упора и закрываю. Закрывается очень плавно, вообще ход отличный. Так, настроим. Ну что, приятного просмотра. А мы за пищей духовной. Блин, факела вообще работают. Сейчас, дайте я попробую еще снизу вам показать. Вот я глазами вижу, вот, видите, со всех отверстий фигарят факела. Вообще, слушайте, если у меня бы была бы дача, я бы такой бы себе требовал. Так. Так. Лучше поближе вот так вот. Все.
Судя по всему, у нас сейчас все сопла открыты. Да. Поэтому горение идет очень интенсивное. Именно для того, чтобы можно было бы наслаждаться видами огня. И заметим, что вот стекло пока не коптится. Дай бог, чтобы вообще не коптилось. Я еще интересную вещь тут заметил. А вы отсюда не видите, а если снизу посмотреть, то сопла еще и сверху бьют. Через них прямо огонь из сопел идет. Я не знаю, может это пиролиз, что ли, а может просто кислород, который в воздух подается через вот это вот устройство, нагревается и горит кислород. Бликует немного. Вот так может как-то лучше видно. Бликует стекло, витрина. Пытаюсь поставить штатив по фэншую. Вообще красота. Ядрить. Это, я думаю, все из-за шамота и из-за этих волшебных дырочек. Деревяха прихватывается прямо вот здесь вот. Можно чуть-чуть потрогать. Телефон прямо вот жар идет. Прямо вот тут руку держу, и мне руке тепло. Это излучение как раз вот. Огня, стекла. Да что ж у меня штатив так криво поставляется. Опять куда-то заваливается.
М? Ну да. Слушайте, как старый пиротехник и пироман, я вообще полностью доволен. Стекло нигде не коптится вообще. Ну, пора бы уже за 50 тысяч на камину начать коптить стекло, но что-то не коптит. Просто буря бушует. Случилось страшное. Телефон перегрелся и вырубился. И, ну вот, расстояние тут, наверное, метр где-то, да? Мы телефон подальше отставим. Что мы пропустили? Мы пропустили вот такие вот языки прямо пламени, которые горели. Поэтому запись мы все равно продолжим. Сейчас посмотрим вот с этого расстояния, будет ли все видно. Да, будет. Настраиваем. Настраиваем. По-моему, я вот руку держу, мне все равно рукой отсюда тепло бьет. Так. Нет, намного хуже. Мне телефоном для такого дела не жалко. Если что, придется что-нибудь думать. Так. Сейчас. Технические приготовления, все вживую. Так. Вот. Отлично. Так. Вот, я думаю, хорошо. Все, и вы видите, вот, бушующее пламя. Так. Даже нет, может чуть-чуть так отставить. Вот называется, поехали в Бургер Кинг. Можно дрова положить. Основа широкая. Еще положить дрова? Сюда, под основание. Под штатив? Нет, так хорошо. Вот, теперь все сделано. А теперь, я думаю, может перевести камин в режим тления. Посмотрим, что будет. Еще и сейчас шибер перекрывают. Так. Менее интенсивное горение пошло. Да, уже факела. Ой, какое ядрить мой лысый череп. И это за полтос. Слушайте, ну надо тут это. Опять беда случилась. Опять телефон, опять перегрелся. И опять, вот даже мы стул подальше отставили. Вот, смотрите, вот что происходит. Я еще дальше, и стул горячий, вот прям вообще далеко отставлю. Но сначала сблизи покажу вам.
через сопло все равно бьет пламя. Еще и снизу очень похоже, знаете, на очень какой-то дорогой газовый или спиртовой камин, когда вот снизу вот такие вот дает всплохи. Что вообще, наверное, очень далеко отставлю. Ну, вот здесь вот вроде все норм. Так, сейчас опять на штатив поставлю, попробую зарядку включить. Вроде заряжает. Так, ну все, давайте думать о том, что все будет норм, и пленки хватит, и успеем на угли прогоревшие посмотреть. Все, ну еще раз попробую. Нет, вроде не фонит. Ну и заодно стекло потом осмотрим. Вот я и так сейчас вижу, и вы сейчас видите, если внимательно посмотрите, вот сюда, видите, такая черная полоса появилась. Сейчас покажу поближе. Вот. Давайте дверь открою, посмотрим, что с дверью происходит. То есть в режиме именно медленного горения происходит закапчивание середины, но верхняя часть и нижняя абсолютно прозрачные. Здесь и здесь, там где, не знаю, струи воздуха, что ли. Так. А теперь, Кирилл, давай переведи, пожалуйста, в режим интенсивного горения. Вдруг произойдет антираскапчивание. Это, я думаю, будет более интересно, чем смотреть, когда камин прогорит. Так. За штативом. Вдруг он сам по себе раскоптится. Вот это была бы вообще Unreal бомба. Твои прогнозы, раскоптится он сам? До конца нет, но процентов на 50, на 80, да. Уже по бокам видно, вот пошло. Уже вот просветы пошли. Выгорает. Сейчас давай чуть-чуть подождем, минуты 3 посмотрим, что выйдет. Мне, честно говоря, самому стало интересно, до какого уровня может произойти раскопчение. Ты знаешь, давай возьму, я пойду свои эти самые котомки, вернусь и доснимем вот это видео и уже поедем дальше. Еще один момент хочу показать. Смотрите, вот здесь вот вырез КМ, фирменная ТМФ. И она, ну, как бы, ее видно. Особо если мы сейчас свет выключим. Вот это выключатель. Да, есть. Это тоже выключатель. А это включили вьюшку, все нормально, оставляем. Так. Обратите внимание. О! Вот издали всю красоту не видно, конечно. Надо поближе. Ладно, не жалко тебя. Помирать так с музыкой. Вот прямо логотип видно. Очень прикольно сделано.
Вот, я сконцентрировал телефон, так я за вещичкой. Ну-ка, что там происходит? Ну, очень потихоньку стекло раскапчивается. Сейчас проверить тут. Так, фонит, да, сильный фон. Просто не хочется, чтобы еще раз телефон вырубило. Отойду чуть подальше. Слушай, а кочережка у тебя есть тут? Какая-нибудь? Хочется еще одну вещь посмотреть. Покочерговать там и посмотреть, что будет, когда упадут дрова, которые вот в угли уже превратились. Есть ли кочерга в магазине, продающий ручное оружие? Есть. Так. Кочерга. Оп. Так. Посмотрим на стекло. Здесь произошло раскапчивание, небольшая полоса осталась, и здесь все полностью прозрачное. Ну, то есть, реально, слегонца сам себя раскапчивает. Так, закроем. Ух. И посмотрим. Может быть, какие-то еще увидим пламенеющие пламена. Интересная. Какие-нибудь незадокументированные особенности. Да нет. Пока вроде ничего не задокументировано не увидим. Так, а если свет включим? Опять вырубил телефон, тепловой фон. Это даже к лучшему, потому что прошло минут 6. И вот что мы видим. Видим то, что лежат просто горячие угли. И на одной из стенок
видим пламя. Наверное, там как раз не до конца прогоревшие дрова были. Прям вот раскаленная вот эта вот тут зона есть. Вообще, очень даже. Прямо благолепие какое-то. Так, а давайте я еще раз свет выключу. Посмотрим, как это в ночи выглядит. Ну и в ночи, и в вечере. Ну что, бомба? Бомба. Ну, если кто-то скажет, что-то все у вас быстро сгорело, ну, ребята, камин это такая вещь. Не то чтобы для тепла, сколько скорее для красоты. Если для стекла, если для тепла, то это нужна уж печка с маленьким стеклом, но с длительностью горения. А если нужен камин хороший, красивый, то вот, пожалуйста. Кирилл, ты согласен со мной? Более чем. На самом деле, как бы камин это эстетика больше, чем обычная отопительная печь. Но при этом при всем, находясь на расстоянии 50 метров, мы на себе ощущаем, как получить тепло. Да, но с камином всю ночь не перезимуешь, как говорится. Надо будет подбрасывать дрова, потому что есть же еще такая вещь, как теплопотеря дома. Поэтому лучше для отопления брать печку, которая часов 12 тлеет. Но, естественно, без стекла. Стекло будет полностью закопчено. А вот камин, как вот интерьерная вещь, и именно Визиера, за вменяемые деньги, чрезвычайно приятен. Скажи, пожалуйста, а вы покупателям-то даете поюзать, если кто смотрит? Ну, на самом деле, как бы были буквально один-два случая, когда человек хотел посмотреть вживую по зиме. Один из них все-таки посмотрел, каково это было. Второму достаточно было посмотреть видео, которое я показал. Потому что когда мы с первой протопки камина делали, мы делали видеоматериал, размещали его как в Инстаграме, так и непосредственно у себя сохранили. Человеку было достаточно этого увидеть. Ну, меня спросите, если вы в Новосибирске живете, где, как это все посмотреть вживую? Пойдемте покажу, как, где. Короче, в Новосибирске есть вот такая вот улица. Она называется Большевистская. 125/9. Здесь находится как раз центр печного оборудования. Печной эксперт. Огромнейший магазин, его вы точно не проедете. Вот. И тут как раз находится Кирилл, который вам все подскажет, расскажет. Тут сами видели печей прорва, каминов прорва, дымоходов прорва, тьма дымоходов. Ну и вот последние минуты. Все. Угли. Готово. Красота. Ты все взял такой? Я бы себе не только взял такой, я себе возьму такой. То есть тебе есть куда поставить. Я бы себе не то что взял бы такой, я себе хотел бы взять такой, но мне некуда его поставить. Именно поэтому я себе возьму такой, когда будет куда поставить. Ну что, вы все сами посмотрели. Я вам скрыл тайное место, где стоит Визиера, где можно, ну, не только Визиеру взять, но еще всякие другие печки. И welcome, добро пожаловать в Печной Эксперт. Лайса жмите. Мы старались. Вы даже не представляете, насколько мы старались. Мы жрать хотим, а вместо этого вот снимаем. И красную кнопку подписаться, если кто-то забыл это сделать до сих пор. Подписаться и лайса. Все, с вами были Анатолий, барыга печами и дымоходами из интернет-магазина Жар.Парком. Там точно будет такое красивое и недорогое. И Кирилл из Эксперта Ждем у нас. Печного. Гости.